Глава 2. Общие основы и стихии Вселенной. Третье знание начала вещей. Дух и материя. Свойства материи. Космическое пространство. Параграф 5. Знание начала вещей. 17. Дано ли человеку знать начало вещей? Нет, Бог не позволяет, чтобы все было открыто человеку в здешнем мире. 18. Проникнет ли человек когда-нибудь в тайну сокрытых от него вещей? Покров поднимается для него по мере того, как он очищается. Но чтобы понять некоторые вещи, ему нужны способности, коими он еще никак не обладает. 19. Может ли человек через научные изыскания проникнуть в некоторые из тайн природы? Наука была дана ему для его продвижения и прогресса во всем, но он не может выйти за пределы, поставленные ему Богом. Примечание. Чем более дано человеку продвигаться вперед в этих тайнах, тем более велико должно быть его восхищение могуществом и мудростью Создателя. Но то ли по гордыне, то ли по слабости сам рассудок зачастую делает его игрушкой иллюзии. Он наваливает системы на системы и всякий день показывает ему, сколько заблуждений принял он за истины и сколько истин отверг как заблуждение. Все суть разочарования гордыни. 20. Вне исследований науки дано ли человеку получать сообщения более высокого порядка о том, что ускользает от свидетельства его чувств? Да, если Бог сочтет это полезным, Он может поведать то, чего не может узнать наука. Примечание. Именно через эти сообщения человек черпает, в определенных пределах, знания своего прошлого и своей грядущей судьбы. Параграф 6. Дух и материя. 21. Материя, так же ли извечна она, как Бог, или же она была сотворена им? Одному Богу это ведомо. Но все же есть одна вещь, кою разум ваш должен вам указать, это то, что Бог средоточие любви и милосердия никогда не был бездеятелен. Сколь бы отдаленным вы не представляли себе начало его действия, можете ли вы, хоть на мгновение, помыслить себе его в праздности? 22. Обыкновенно материю определяют как то, что обладает протяженностью, как то, что может воздействовать на наши органы чувств, вызывая ощущения, как то, что непостижимо. Точны ли эти определения? С вашей точки зрения, точны, потому что вы говорите лишь о том, что вам известно. Но материя существует и в таких состояниях, которые вам совершенно неведомы. Она, например, может быть столь эфирна и утончена, что не окажет никакого воздействия на ваши органы чувств. И однако все это материя, но для вас это было бы не так. Какое определение могли бы вы дать материи? Материя есть цепь, в которую закован дух. Это орудие, ему служащее, и на которое, в то же время, он оказывает свое действие. Примечание. С этой точки зрения можно сказать, что материя есть агент, посредник, с помощью коего и на который воздействует дух. 23. Что есть дух? Разумное начало Вселенной. Какова сокровенная природа духа? Дух нелегко анализировать на вашем языке. Для вас это ничто, потому что дух не есть что-то такое, что можно пощупать. Но для нас это нечто. Усвойте себе хорошенько, ничто это не бытие, ни бытия же нет. 24. Дух, есть ли это синоним ума? Ум есть главное свойство духа, но тот и другой смешиваются в общем принципе таким образом, что для вас это как бы одно и то же. 25. Дух, независим ли он от материи, или же он свойство ее, как цвета суть свойства света и звук свойства воздуха? Тот и другая различны. Но нужен союз духа и материи, чтобы оразуметь материю. Этот союз, так ли он необходим для проявления ума? Он необходим для вас, потому что вы не способны воспринять ум без материи, ваши органы чувств не предназначены, не сделаны для этого. 26. Можно ли представить дух без материи и материю без духа? Несомненно, можно, мысленно. 27. Таким образом, оказалось бы две основополагающих стихии мироздания – материя и дух. Да, и надо всем этим Бог, Творец, Отец всего сущего. Эти три вещи – суть принцип всего существующего, Вселенская Троица. Но к материальному элементу нужно добавить еще вселенский так, или флюид,
коей играет роль посредника между духом и, собственно, материей, слишком грубой, чтобы дух мог влиять на нее. Хотя с некоторой точки зрения флюид можно было бы отнести к материальному элементу, он все же отличается от материи особенными свойствами. Если бы он был в полном смысле материей, то не было бы причин, чтобы также и дух не был бы ею. Элемент этот помещен между духом и материей. Он есть флюид, как материя есть материя, способный в своих бесчисленных сочетаниях с этой последней и под действием духа произвести бесконечное разнообразие вещей, коих вам ведома лишь незначительная часть. Вселенский или изначальный, либо же простейший флюид этот, будучи инструментом, коим пользуется дух, является началом, без которого материя была бы в состоянии постоянного деления и никогда бы не приобрела свойств, кое дает ей сила тяготения. Является ли этот флюид тем, что мы называем электричеством? Мы сказали, что он подвержен бесчисленным сочетаниям. То, что вы называете электрическим током, магнетическим флюидом, суть видоизменения, модификации этого самого вселенского флюида, который есть не что иное, как более совершенная, более утонченная материя, коим можно рассматривать как самостоятельную. 28. Поскольку сам дух есть нечто, то не точнее ли будет обозначить эти две основополагающие стихии словами «материя инертная» и «материя разумная». Слова нас мало интересуют. Это уж вам строить свою речь так, чтобы понимать друг друга. Споры ваши почти всегда происходят от того, что вы по-разному понимаете смысл слов, поскольку язык ваш не полон и несовершенен для выражения вещей, невосприемлемых вашими органами чувств. Примечание. Очевидный факт господствует над всеми гипотезами. Мы видим материю, кое неразумно. Мы видим разумное начало, независимое от материи. Происхождение и взаимосвязь этих двух вещей нам неизвестны. Имеют ли они или нет общий источник, необходимые точки соприкосновения? Является ли ум самосущностью или же он некоторое свойство, некое следствие? Не является ли он даже, как то полагают некоторые, эманацией божества? Все это нам неведомо. Материя и дух представляются нам раздельными, вот почему мы допускаем их как два основополагающих начала Вселенной. Поверх всего этого мы видим некоторый ум, господствующий над всеми другими, управляющий ими всеми, отличающийся от них главнейшими свойствами, атрибутами, этот-то верховный ум и называют Богом. Параграф 7. Свойства материи. 29. Является ли весомость главным свойством материи? Той материи, кое понимается вами как таковая, да, но нет, если речь идет о материи, рассматриваемой как вселенский флюид. Материя эфирная и утонченная, образующая этот флюид, для вас невесома, и тем не менее она есть начало вашей весомой материи. Примечание. Тяжесть есть свойство относительное, за пределами сфер притяжения миров веса не существует, равно как не существует ни верха, ни низа. 30. Образована ли материя из одного или же многих элементов? Из одного первоначального элемента. Тела, которые вы рассматриваете как тела простые, не являются настоящими элементами, но лишь преобразованиями первоначальной материи. 31. От чего происходят различные свойства материи? Это изменения, коим подвергаются элементарные молекулы через свой союз и при определенных обстоятельствах. З2. Согласно этому, вкус, запах, цвет, звук, ядовитые или целительные свойства тел являются лишь видоизменениями одной и той же первоначальной субстанции. Да, без сомнения, и кое существует лишь в силу устройства органов, предназначенных для их восприятия. Примечание. Этот принцип доказывается тем фактом, что свойства тел воспринимаются нами не одинаковым образом. Один находит одну вещь приятной на вкус, другой неприятной. Одни видят голубым то, что для других красное. То, что яд для одних, безобидно или целительно для других. З3. Та же самая элементарная материя, способна ли она принимать все виды изменений и наделяться всеми свойствами? Да, и именно это и следует иметь в виду, когда мы говорим, что все во всем. Примечание. Кислород,
водород, азот, углерод и все тела, кои мы рассматриваем как простые, суть не что иное, как модификации единой первоначальной субстанции. Из-за невозможности, в какой мы в настоящее время находимся, подняться по-иному, нежели мыслью, к этой первоначальной материи, тела эти представляют для нас настоящие элементы, и мы можем, без каких-либо противоречивых последствий, рассматривать их как таковые вплоть до новых указаний. Похоже, что эта теория обосновывает мнение тех, кто допускает в материи лишь два основных свойства – силу и движение, и кто полагает, будто все остальные свойства ее всего лишь вторичные следствия, изменяющиеся согласно степени силы и направлению движения. Так ли это? Мнение это справедливо.